Привет всем, меня зовут Надя, и я рада видеть вас на своем канале. И в этом видео мы будем вязать из полиэфирного шнура, тоже от пряжи Центр. У меня вот такой розовый цвет. Мы будем вязать сумочку, и для сумочки я заготовила 2 мотка такой пряжи. Я буду вязать первый раз именно из этого типа шнура. Характеристики у него 200 грамм. Длина нити примерно 75 плюс-минус 5 метров. Ну и состав 80% полиэфир, 20% кашмелон. Крючок у меня номер 5. Ну и как всегда, промокод и ссылку на пряжу вы найдете внизу под видео в инфобоксе. Вязать сумочку я буду узором ротанг по кругу. Итак, первый ряд этого узора начинается с магической петли. Кладу нить на руку, зажимаю хвостик большим пальцем и делаю поворот нитью по часовой стрелке. Вставляю крючок в эту петлю, подхватываю рабочую нить и делаю воздушную петлю. Поворачиваю эту конструкцию вот так. Дальше я буду делать в петли в эту магическую петлю. Смотрите, у этих петель нет какого-то определенного названия, как у столбиков с накидом или столбиков без накида, поэтому давайте я их просто буду называть столбиком. В магическую петлю в первом ряду я вяжу 6 столбиков. Вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю рабочую нить, вывожу ее. Когда у меня на крючке 2 петли, я зажимаю эту конструкцию большим пальцем, чтобы ничего не упало. Большим пальцем левой руки снимаю крючок, вставляю его в обратном направлении и протаскиваю одну петлю через другую. Завершаю столбик воздушной петлей. Первый столбик готов. Делаю еще 5 таких. Давайте еще раз. Вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю нить традиционным способом, то есть крючок завожу снизу и подхватываю нить. Зажимаю пальцами 2 петли, вынимаю крючок, вставляю крючок в противоположном направлении и протаскиваю одну петлю через другую. Завершаю, делаю воздушную петлю. Смотрите, это почти классический столбик без накида, только в столбике без накида сначала провязывается ножка, а затем шапка в одно движение. Здесь же мы сначала провязываем, получается, ножку через шапку, а потом делаем завершающее движение, провязываем шапку воздушной петлей. Но количество движений здесь как бы то же самое, и расход нити тоже примерно тот же самый. Продолжаю так до конца ряда. Еще нужно 4 столбика в магическую петлю. Снова вставляю крючок, подхватываю нить, вывожу ее с обратной стороны и завершаю, делаю воздушную петлю. Поправляю все стежки аккуратно. Первый стежок я не считаю. Еще 2 стежка, 2 столбика. Опять вставляю крючок в петлю, захватываю рабочую нить, придерживаю все пальцами, вынимаю крючок, вставляю его с обратной стороны, протаскиваю одну петлю через другую и делаю в завершение воздушную петлю. Вот здесь, когда делаете воздушную петлю, вот на эту петлю не жалейте нити, сделайте ее, ну, чуть-чуть побольше. Следующая петля будет последняя в этом ряду, она 6-я. И здесь не надо делать завершающую воздушную петлю. То есть точно так же вставляю крючок в петлю, подхватываю нить, держу пальцами, так, еще раз,
и вставляю одну петлю через другую. Отправляю нити в изделие, затягиваю магическую петлю, считаем петли 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это не считаем. И дальше делаем соединение. Делаем обычное соединение. Нахожу первую горизонтальную петлю после подъемной. Она прячется за первым столбиком. Вот она. Если мы двигаем столбик, мы ее видим. Вставляю под нее крючок, подхватываю вот эту петлю. Именно для этого я и просила вас не экономить на ней пряжи. Вытаскиваю наизнанку и делаю воздушную петлю. Хвостик можно подтянуть. Итак, вот он, первый ряд готов. Дальше буду вязать второй ряд. Вязать я буду почти по схеме идеального круга. То есть во втором ряду я делаю прибавки 6 раз. Если в первом ряду у меня просто 6 петель, то во втором ряду, соответственно, будет 12. Пропускаю стежок. То есть в данный момент я нахожусь перед вот этим первым стежком. Его я пропускаю и вставляю крючок в пространство между стежками. Главное здесь вставлять всегда одинаково. То есть если вы первый раз вставили крючок, и он, например, у вас пришелся вот так вот между ножек, то продолжайте делать так на всей сумке. Можно делать влево. Думаю, можно делать и вправо. Вправо я еще не пробовала. Но, в принципе, на узор это не особо влияет. Главное делать одинаково, чтобы не добавить хаоса в свое полотно. Итак, подхватываю рабочую нить, вывожу ее, придерживаю конструкцию пальцами и завершаю воздушной петлей. Делаю второй столбик в ту же самую точку. Точно так же. Перехожу к следующей точке. Точно так же вставляю крючок между столбиков. С изнанки вот так. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее и затем провязываю петли в обратном направлении. В эту же точку делаю второй стежок. Итого у меня их уже 4. Продолжаю до конца ряда, пока у меня не будет 12 столбиков. Сначала, когда я выбрала для этой сумки полиэфирный шнур, я думала, из него будет вязать проще, чем из трикотажной пряжи, в том плане, что этот узор довольно капризен к тому, как ложится нить. И если в трикотажной пряже на нити всегда есть шов, разрез, то тогда вам приходится каждый раз поправлять эту нить, чтобы ваш разрез был внутри, а не с лица. И у шнура разреза нет, и вот я думала, что если я буду вязать шнуром, то тогда мне не придется поправлять эту нить, но нет, поправлять, вот даже шнур мне всегда приходится, потому что он просто закручивается, а закрученный шнур, конечно, будет не очень красиво лежать в таком изделии. Поэтому я его поправляю и потом раскручиваю. Это, конечно, немножко тормозит вязание, но красота требует жертв. И усилий, конечно же. Последние 2 стежка в этом ряду, они придутся в соединение предыдущего ряда. Здесь, наверное, будет не очень хорошо видно, куда я вставляю крючок.
но сзади он у меня выходит вот так. Как всегда, не жалею нитью вот на эту петлю. И делаю вторую в ту же самую точку. Соединяюсь. Опять нахожу первую горизонтальную петлю, она прячется вот здесь. Вставляю в нее крючок, подхватываю петельку, вывожу ее наизнанку. Делаю петлю подъема на следующий ряд. 2 ряда готовы, и я перехожу к вязанию третьего ряда. Третий ряд продолжаю вязать по формуле или по схеме идеального круга, то есть я делаю прибавку через одну петлю. Подъемная петля у меня уже есть. Снова вставляю крючок между столбиками, точно так же, как в предыдущем ряду. Подхватываю рабочую нить, делаю вторую петлю, снимаю крючок с петель, вставляю его с обратной стороны, протаскиваю одну петлю через другую и завершаю все это воздушной петлей. В эту же точку делаю второй столбик. В следующую точку делаю одинарный столбик. Поправляю нить, если она ложится немного некрасиво. Опять двойной столбик. Точнее, 2 столбика в одну точку. Раз, два. Продолжаю так до конца ряда. Чередую 2 столбика в одну точку, 1 столбик. Итого у меня должно будет получиться в этом ряду 18 петель. Один небольшой совет. После того, как вы делаете вот это движение, провязываете одну петлю через другую, помните просто про воздушную петлю, потому что про нее очень легко забыть. А узор, конечно, очень сильно нарушится, если здесь не сделать вторым движением воздушную петлю. Ну, я довяжу этот ряд уже за кадром. Последняя петля в этом третьем ряду делается в соединение предыдущего ряда. То есть здесь от соединения остается вот такая нить, и видите, она у меня проходит, ну, если смотреть с изнанки, то справа крючка она огибает, а если я буду с лица смотреть, то слева. Ну, фактически, да, оставляем просто эту нить слева, чтобы было просто поплотнее. Подхватываю рабочую нить, пытаюсь все это вытащить аккуратно. Протаскиваю одну петлю через другую в обратном направлении. Не делаю в конце воздушную петлю, а делаю соединение. Крючок под первую горизонтальную петлю.
которая прячется под первым стежком. Вот так. Вывожу рабочую петлю на изнанку. И вот теперь заканчиваю все это уже воздушной петлей. Третий ряд готов. Четвертый ряд. В четвертом ряду я не буду делать прибавки. Если в третьем ряду мы все еще вязали по схеме идеального круга и делали прибавки через одну, я думаю, хорошо видно. Вот они, прибавки, вот они, одиночные петли. То в четвертом ряду я отступлю от схемы идеального круга и сделаю этот ряд без прибавок. Потому что этот узор такой, что прибавок для него многовато. Ему не нужно столько прибавок. Поэтому здесь все просто. Снова пропускаю первый стежок, вставляю крючок в изделие. Вот так. Подхватываю рабочую петлю, вывожу ее, делаю первый столбик. И вяжу так до конца ряда. По одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Итого столбиков будет 18 в этом ряду. Ну, точно так же, как и в предыдущем. Потому что мы не делали прибавок. Последняя петля, как всегда, она самая сложная. И соединение. Четвертый ряд готов. Следующий ряд пятый, и в пятом ряду я продолжу делать прибавки. Единственное, что не забывайте, вы пропустили четвертый ряд, ну если вы вяжете так же, как и я. Соответственно, петель в нем не прибавилось, значит прибавки в пятом ряду нужно сделать по схеме четвертого ряда, а не по схеме пятого. Ну, я думаю, если вы уже связали не один круг, то для вас все эти приемы очень даже знакомы. А вот для новичков это будет, мне кажется, полезная информация. То есть здесь мы будем делать прибавки так, как если бы мы их делали в четвертом ряду. 2 петли в одну точку, 2 петли одинарных. Я начну просто с одинарной петли. Итак, делаю сначала первый одинарный столбик. Дальше я делаю двойной столбик. Вторая петля. И дальше делаю одинарный столбик. Это и будет наш раппорт, который мы будем повторять в этом ряду до конца ряда. Одинарный столбик, двойной столбик, одинарный столбик. Ну, то есть 2 столбика в одну точку. Опять 1 столбик, 2 столбика в одну точку, 1 столбик. 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик. И в этом ряду число петель должно быть кратным 24. Должно быть равно 24. То есть в этом ряду вы просто получите 24 петли.
Ну и вяжу так до конца ряда. Последний стежок в этом ряду. Вставляю крючок в соединение предыдущего ряда. Вот так. Вот эта нить остается у меня слева от крючка. Подхватываю, вытаскиваю, провязываю петли в обратном порядке и делаю соединение. Воздушная петля подъема на следующий ряд. Итак, в данный момент у меня готово 5 рядов. Следующий ряд 6, и в нем мы тоже продолжаем делать прибавки. В 6 ряду прибавки будут делаться по схеме 3 одиночных петли и 2 петли в одну точку. То есть фактически по схеме 5 ряда, так как мы пропустили прибавки в одном из предыдущих рядов. Поэтому схема идеального круга здесь у нас немножко не сходится. Итак, начну я этот ряд с одиночной петли, точно так же, как и предыдущий. Вставляю крючок в изделие, вытаскиваю петлю, провязываю петли в обратном порядке. Поправляем. 3 одиночных столбика. Ну, один я уже сделала, это будет второй. И сейчас будет третий. Дальше 2 столбика в одну точку, то есть прибавка. И второй столбик сюда же. Продолжаю так до конца ряда. Чередуем 3 одинарных столбика, столбик с прибавкой. 3 одинарных столбика, столбик с прибавкой. Итого петель в этом ряду должно быть 30. Последняя прибавка в этом ряду у меня придется на соединение предыдущего ряда. То есть в эту точку я делаю 2 петли. Так, вставляю крючок вот так, подхватываю. Опять вот эта нить у меня проходит слева от крючка. Ну, с этой стороны справа, а если смотреть со стороны вязальщицы, то есть со своей стороны, то она будет слева. Подхватываю рабочую нитку, вывожу ее, снимаю петлю с крючка, возвращаю петлю на крючок, провязываю и делаю воздушную петлю. И вторую петлю в эту же самую точку. Так, поправляю нити, снимаю их с крючка, протягиваю одну петлю через другую. Здесь я не делаю воздушную петлю завершающую, напоминаю просто об этом. Просто делаем соединение. Это она горизонтальная петля. Вставляем в нее рабочую.
и делаем петлю подъема на следующий ряд. Шесть рядов у меня готово. Перехожу к вязанию 7 ряда, и 7 ряд я тоже сделаю без прибавок, то есть по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда, ну то есть в пространство между столбиками предыдущего ряда. Число петель в этом ряду также должно быть равно 30, как и в предыдущем. Вяжу так до конца ряда, а в конце делаю соединение. Последняя петля в этом ряду. Как всегда, делаем ее в соединение, поэтому я заостряю на ней внимание, потому что мне кажется, что она самая сложная. И делаю бесшовное соединение в этом ряду. Воздушная петля для подъема на следующий ряд. В следующем ряду мы снова начинаем делать прибавки, и будем делать их по схеме: 4 одиночных петли, 2 петли в одну точку. Опять пропускаю первый стежок, вставляю крючок в пространство между первым и вторым. Вот так он выходит с обратной стороны. Подхватываю рабочую нить, снимаю петлю с крючка, и делаю воздушную петлю. Еще 3 столбика, 3 одинарных столбика. Второй. Третий. Воздушная петля. И четвертый. Дальше 2 столбика в одну точку. Смотрите, что может получиться, если вы забудете сделать воздушную петлю. Вот сейчас я ее не сделала, и я пытаюсь сделать второй столбик в одну точку, и у меня просто он не получается. Когда я переступаю от столбика к столбику, то есть в следующую точку, он у меня получится. Но вот здесь все будет перетянуто, поэтому не забывайте про эту воздушную петлю. Потому что такая маленькая деталь может внести большую неаккуратность в работу. Ну и второй столбик. С обратной стороны. Поправляю, подтягиваю.
Вяжу так по кругу до конца ряда. Снова 4 одиночных петли, 2 столбика в одну точку. 4 одиночных, 2 столбика в одну точку. Итого петель в этом ряду должно быть 36. Последние 2 петли в этом ряду, они приходятся в соединение. Вставляю крючок вот так, подхватываю рабочую нитку, меняю крючок, протаскиваю, делаю воздушную петлю, и еще один стежок мне нужно сделать сюда же. Снова снимаю крючок, вставляю его с противоположной стороны. И мне остается еще сделать закрепку. В последней петле я не делаю воздушную петлю. Закрепка и петля подъема на следующий ряд. 8 ряд готов, и я перехожу к вязанию 9 ряда. 9 ряд будет делаться по схеме 5 стежков, по одному в каждую из 5 петель, и дальше 2 стежка в одну петлю, то есть прибавка. Но прибавка у меня будет приходиться вот в это пространство, поэтому начну я раппорт с одного стежка. Точно так же делаю первый стежок, меняю направление вкалывания крючка, воздушная петля. Дальше будет прибавка, то есть 2 стежка в одну точку. И затем 4 одиночных стежка. Тем самым наш раппорт завершится первый раз. Ну и продолжаю так чередовать дальше по кругу до конца ряда. 1 стежок, 2 стежка в одну точку, 4 стежка по одному в каждую точку. Снова 1 стежок, 2 стежка в одну точку, 4 стежка по одному в каждую точку. Итого петель в этом ряду должно быть 42. 10 ряд я вяжу без прибавок, то есть по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда, а точнее в пространство между столбиками. Итого в этом ряду будет 42 столбика. Без прибавок и убавок вяжется 10 ряд. И так далее до конца ряда, а в конце сделаю соединение.
В 11 ряду продолжаю делать прибавки, делаю их по схеме 6 одинарных петель и петля с прибавкой. И повторяю так 6 раз до конца ряда. Шесть петель я связала, и мне остается сделать 2 петли в одну точку в этом раппорте. Продолжаю повторять так до конца ряда. В конце ряда сделаю соединение. И число петель в этом ряду должно быть равно 48. 12 ряд. 12 ряд будет опять с прибавками, и он будет вязаться по формуле 3 одинарных петли, раз, мне кажется, это только на камеру смотрится так медленно этот узор. На самом деле в жизни его вязать будет намного быстрее. Я-то смотрю в камеру и смотрю, что получается. А когда вы сразу смотрите на узор, намного проще это все делать. Итак, 3 одинарных петли. Дальше прибавка, то есть 2 петли в одну точку. И 4 одинарных петли. И затем повторяем заново этот раппорт.
Вот один раз я провязала раппорт 3 одинарных, прибавка 2 петли в одну точку и снова 4 одинарных. Затем опять повторяем 3 одинарных, прибавка 4 одинарных. Так 6 раз до конца ряда. Число петель в этом ряду должно быть равно 54. Дальше я бросаю делать ряды с прибавками и вяжу еще 5 рядов уже без них. То есть это 13, 14, 15, 16, 17 ряды я вяжу без прибавок, и соответственно число петель в них тоже должно быть равно 54. Я связала 17 ряд без прибавок. Хочу дать небольшой совет для того, чтобы было легче соблюдать плотность вот на этих рядах, которые вяжутся без прибавок, то есть с 13 по 17 ряд. Когда вы будете делать эти ряды, сверните свое изделие лицом внутрь, вот так, как сейчас показано у меня. То есть, видите, оно приобретает форму чаши, и его изнанка наружу. Именно когда изделие свернуто так, вязать ряды без прибавок намного удобнее и намного проще. Намного проще соблюдать нужную плотность, ту плотность, которая была у вас вот здесь, на круге. Если же у вас будет изделие вывернуто обратно, то вам просто придется прилагать больше усилий. Еще придется вот так вот стягивать это изделие руками. Выверните вы его уже в самом конце, когда закончите делать 17 ряд. Итак, у меня готов 17 ряд. Вот это будет половина моей сумочки. Еще мне нужно сделать одну петлю, но прежде всего нужно сделать соединение. Этот ряд последний, и поэтому соединение должно быть бесшовное, незаметное. В общем, все, как мы любим. Видите, одну петлю я еще не довязала. Подхватываю нитку и вытаскиваю нить. Тут остается не очень много, пока не будем обрезать нить. Мало ли, может быть, она нам еще пригодится. Может быть, еще придется что-то распустить. Поэтому уж извините, но на этом этапе придется протащить всю нить через петлю. Итак, нить я протащила, и дальше делаю бесшовное традиционное соединение последнего ряда. Вставляю крючок, под ту петлю, под которой мы все время вставляли его в этом изделии. Подхватываю нитку, вывожу ее наизнанку, снова протаскиваю, опять всю. Подтягиваю, снова возвращаю крючок вот в эту петлю, подхватываю опять нитку и снова ее протаскиваю. Подтягиваю. Итак, соединение готово, но у нас нет еще вот этого стежка последнего. Поэтому вставляю крючок туда, куда мы его вставляли, когда делали последний стежок. Вот так вот это выглядит у меня. Подхватываю рабочую нить. Вытаскиваю. Вытащила. Формирую петельку, которую не достает. Вставляю крючок вот сюда, смотрите. Вот одна петля, вот та, которую мы сделали соединительной, под первую вставляю. То есть с изнанки это выглядит вот так. Вот. Видите, опять между ножек проходит крючок, и здесь он вот выходит. Подхватываю рабочую нить, вытаскиваю ее. Ну и остается сделать в последний раз то же самое. Складываю нить вот так. Снова возвращаю крючок, уже на этот раз с изнанки на лицо в наше изделие. То есть вот из этой точки должен выйти будет крючок. Вот сюда я его вставляю. Так. Вот. Подхватываю нитку. Вывожу ее. И все. Остается лишь вывести нить. Наша сумка соединяется бесшовно.
Узор тоже получается бесшовный. В последнем ряду, мне кажется, это важно, потому что последний ряд тоже нужно сделать красиво. Нить нам еще пригодится, поэтому я ее и не обрезала. Этой ниткой можно будет сшить 2 половинки. Ну и также я еще надеюсь сделать из нее ручку. Вот, посмотрите, вот здесь получается соединение последнего ряда. Мне кажется, оно довольно-таки гармоничное и незаметное. А вот так выглядит вторая половинка. Вот так выглядит одна половинка сумки. И, соответственно, нужно таких половинок 2. 2 половинки я связала. Вот так они выглядят. Нить я пока еще не обрезала. Это абсолютно 2 одинаковые половинки. И в той и в другой связано 17 рядов. И в последнем ряду количество петель у них должно совпадать. Я рекомендую пересчитать. Должно быть 54 петли. Теперь я буду сшивать эти половинки. Специально еще оставила нить длинной. Одну нужно вывернуть изнанкой наружу и положить ее на другую. Вот так. Сделаем вот так. Самый простой способ, которым я предлагаю сшить эти 2 половинки, это самые обычные столбики без накида. Беру нить, она у меня исходит из нижней половинки. Вставляю крючок. Ну, выбираю любое место. В принципе, у меня одинаковое количество петель. Это не важно. Откуда будет начинаться мое соединение? Я вставляю крючок в верхнюю половинку. Она у меня лежит изнанкой. Точно так же, как я его вставляла во время вязания. Только там я вставляла с лица крючок. Я имею в виду точно такую же точку. А здесь я вставляю в такую же точку с изнанки. И на нижней половинке вставляю в такую же точку с лица. Так как здесь соединение, здесь немножко все плотно, и поэтому довольно-таки приходится сложно. Ну, подхватываю рабочую нить. Самое сложное — это первая петля. Протягиваю рабочую нить, делаю петлю через 2 половинки и затем делаю первую петлю. Продолжаю сшивать эти 2 половинки столбиками без накида. Точно так же в следующую петлю. Я думаю, это место хорошо очень видно. Вот они, эти 2 ножки, откуда выходил крючок. А теперь я вставляю туда крючок, соответственно, с лица он выходит так, как если бы он заходил с лица. И с нижней половинки здесь все идентично тому, как мы и вязали. Вставляю, делаю столбик без накида. Вставляю. Делаю столбик без накида. Вяжу так до конца ряда. Ну, не до конца ряда, а точнее до конца своего шва. Сантиметров 20 нужно будет оставить на отверстие. Там, где заканчивается верхний ряд, вставляю крючок вот таким образом. Вот сюда. Ну, то есть тоже стараюсь просто попасть между стежков предыдущего ряда. И опять в нижнюю деталь. Когда вы уже провяжете достаточное количество петель, станет немножко сложно вязать, поэтому я предлагаю вывернуть верхнюю часть. Вот так. И так будет проще продолжить сшивание этих деталей. В одну половинку, в другую. И делаю обычный столбик без накида. В одну, в другую. И снова делаю обычный столбик без накида.
Когда вам окажется достаточно этого шва, вытащите нитку или обрежьте ее. Ну или наоборот, сначала обрежьте, а потом вытащите ее. Эта нить, это шнур, и он скользкий, поэтому этот узел нужно будет обязательно как-то завязать, подшить обычными нитками и еще заплавить эту нить спичками или зажигалкой, чтобы она не распускалась. Выворачиваю сумочку на лицо. И вот посмотрите на шов. То есть, в принципе, шов довольно похож на все те стежки, которые мы делали до этого. И мне кажется, это очень простой и очень красивый способ соединения двух половинок этого узора. Вот так. Так, поправляю дальше сумочку. Материал, который я использовала, это синтетический шнур, и вы, как видите, он как бы принимает ту форму, которую вы согнете его руками. Я могу смять ее как угодно, вот так, и это не трикотажная пряжа, и он держит эту форму, он не восстанавливается, то есть это не упругий материал, поэтому нужно просто красиво расправить сумку руками, я ее даже гладить не собираюсь. Мне остается еще пришить молнию и сделать для нее какую-нибудь ручку. Для этой сумочки я обязательно сделаю отдельную подходящую именно для нее ручку в одном из следующих видео. А это видео и так получилось уже достаточно длинным, и поэтому я хочу его на этом закончить. Если оно вам понравилось, то не забудьте поставить ему большой палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, также подписывайтесь на канал. Здесь вяжут такие сумочки. Пока-пока! Я забыла замерить эту сумку. Диаметр у нее примерно 20 сантиметров. Давайте обхват окружности еще измерим. Примерно 62 сантиметра. И толщина, глубина сумочки примерно 9 сантиметров. Ну все, теперь точно пока-пока.